Всем привет! Всем привет, кто заходит. Начинаем наш эфирчик. Свечку я зажгла. У меня тут, правда, окно открыто. Может быть шумно. Потому что я слышу, там вот что-то шумит. Все, выключили. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Заходите, заходите. Кстати, если кто хочет в Телеграме, сейчас напишу. Вот так, наверное. Кто хочет подписаться в Телеграм, то можете пройти по ссылке и подписаться. Ну, вдруг кто-то хочет. Вот. Но это есть данные под каждым видео, ну, где у нас эфиры идут, в каждом эфире. Добрый вечер. Ирина, да, и вторая Ирина тоже, да, две Ирины. Добрый вечер. Все, сейчас все посмотрим. Как у вас там дела? Очень рада вас видеть, да? Спасибо, спасибо. Мне так хотелось вообще ничего не делать в эти выходные. Я думаю, ну с вами-то поболтать надо же, да? Ничего не делаю, отдыхаю сегодня. Правда, у меня в духовке кое-что стоит, мне как бы не забыть вытащить. Вот. Давайте будем смотреть. Кому нужны подсказки, пишите подсказка, да, там или подсказки на всех посмотрим на 5 колодах. Вот, Алла, добрый вечер. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте пальчик, чтобы не пропустить эфирчик наш. Давайте будем смотреть для Ирины, где закат и маки. Вот, подсказки. Так, подсказка для Ирины. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Такая первая для вас подсказка. Сейчас дальше посмотрим. Так, для Ирины подсказка. Неожиданные знакомства перенесут массу пользы. Не упускайте шанс. Слушайте, знакомства неожиданные. Классно, классно. Если забудете, духовка напомнит сама. Ну да, ты только уже там ничего не покушаешь из нее. Она-то напомнит. У меня прям напротив тут вот сейчас стоит. Ну вот. Все под контролем. Так, для Ирины. Ирина хочет новых знакомств. Здорово, классно, да. Так что дальше следующая подсказка для Ирины. Относитесь ко всему с юмором. С юмором, то есть легче надо ко всему, легче. Так, для Ирины подсказка. Бунт! Пошли все это к черту! Устройте бунт на корабле. Что вас не устраивает? Вы слышали, что нужно сделать. Алла написала, дайте мне подсказку. Я дам подсказку, если только нужно на 5 колодах, пишите, что на 5. Те, кто просит подсказку, даю подсказку на самой первой колоде, на основной. Алина смеется. Ну да, вот такая подсказочка. Так, и теперь у нас послание из будущего для Ирины. Послание из будущего. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Так что очень итоговая карта, классная. Послание из будущего прям вообще супер. Поэтому желаю вам удачи, и все будет хорошо. Так, теперь у нас еще одна Ирина. В синеньком кружочке такой вот, буковка И беленькая. Прекрасные подсказки, да, классные, вообще суперские подсказки. Подсказки всегда супер, настроение вам поднимает, я надеюсь. Так, для Ирины. Синенький кружочек для Ирины. Так, для Ирины следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут, видите, вам будут подавать какие-то знаки, обратите внимание. Благодарю вас, Ирина. Да. Так, Ирина, синенький кружочек.
Так, для Ирины подсказка. Все шансы на успех, не упустите возможность. Замечательная подсказка тоже, смотрите, класс. У вас все шансы на успех. Анастасия, здравствуйте, да, дам подсказку, да. Сейчас подсказка для Ирины, синенький. Ирина, подсказка. Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Смотрите, как все совпадает. И подсказки будут вам давать, и довериться интуиции вам надо. То есть вот вы как-то вот чувствовать будете, все хорошо. Конечно, поднимает настроение, они отыгрываются. Классно, я рада. Я рада, Ирина. Так, для Ирины синий кружочек. Ой, смотрите-ка, следи за языком. То, что вылетает из твоего рта, влетает в твою жизнь. Просто закрой свой рот и послушай. Это, кстати, знаете, некоторые ругаются, если то лучше не ругаться. Ну, это как бы, смотрите, что не все нужно говорить. Поэтому вот так вот имеют в виду. Нужно где-то промолчать. Для Ирины подсказка из будущего послания. Ой, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Вот, так что, если вам нужна помощь, попросите. Вам обязательно помогут. Вот. Я думаю, где же эти диджеи нормальные? Так, ладно, вот этот будет. Нет, этот не будет он. Ставим этого диджея. Очень благодарна. Важные для меня подсказки, говорит Ирина. Хорошо, я рада. Удачи, Ирина. Так, давайте дальше посмотрим. Джана, здравствуйте. Шавкатова, здравствуйте, да. У нас тут подсказки. Если нужны подсказки, то напишите подсказка или подсказки, если на 5 колодах. Ну, прежде чем, конечно, я буду говорить подсказки, вы подумайте о вашем вопросе. Да, или подсказки на неделю будут. Анастасия, нет, не забыла, у меня по очереди, сейчас Алла еще будет. Всех по очереди, всем все скажу. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно на канал. У нас по субботам все подсказки. Все бесплатные подсказки. У меня сейчас Алла по очереди, а потом Анастасия. Всем все скажу, не переживайте. Так, давайте теперь... Наталья Ефремова, здравствуйте, да, Максим, привет, да, тоже. Вот, спасибо, что пришли на эфирчик. Давайте будем для Аллы смотреть. Для Аллы подсказка для Аллы. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Видите, классно. Мне кажется, сейчас все дороги открыты просто после этого полнолуния сумасшедшего. Сейчас, кстати, Луна на убыль идет. Вот. Для Аллы подсказка. Пора выйти из тени и начать активно действовать. Так что выходите из тени, действуйте. Удачи на вашей стороне. Алена рыбу запекает. Нет, вот нет, не рыбу. Но очень бы хотелось, конечно. А еще лучше, чтобы кто-нибудь для меня бы ее приготовил. Так, для Аллы подсказочка. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Такая вот подсказка. Так. Подсказка для Аллы. Все получится. Все идет так, как надо.
Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. У вас прям уже третья подсказка, которая говорит, что да, все получится, давай, действуй, действуй. Классно. Экзамен через неделю тоже подскажите. Одну подсказку или на всех? Напишите. Салют, что ли? Как тут часто салюты у нас? Слишком, чересчур. Мне это не нравится. Так, для Аллы послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Видите? Смотрите. Сейчас вы поможете тому, кто попросит о помощи, а потом этот человек вам поможет, когда вам нужна помощь будет. Ох, как классно Алла пишет. Да, классно, удачи вам желаю. Блин, я вот эти вот бомбежки прям не люблю. У нас тут салют воспринимаешь уже как это, как какое-то это. Как будто там бомбят, прям вообще что-то страшное. Еще сегодня вертолеты так страшно летали здесь у нас. Ой. Ладно, давайте дальше. Дальше смотрим. Теперь Анастасия. Пришла очередь Анастасии. Блин, охренеть. Извините. Там это уже не похоже на салют. Просто не похоже на салют. Ладно, Анастасия. Но я не могу закрыть, не жарко. У меня духовка тут. Анастасия. Подсказка для Анастасии. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Анастасия, это вам подсказка. Первая. Дальше. Так, подсказка для Анастасии. Сделайте паузу, отдохните. Это самое правильное решение в данной ситуации. Вам нужно отдохнуть. Ну, как раз выходные, поэтому отдыхайте. Для Анастасии подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Какие-то подарки судьбы тут. Все возможно. Блин, до сих пор бабахает, представляете, даже не прерывается. У нас раньше каждые выходные были салюты, там какая-то школа спортивная, а теперь вот сейчас прям реально бабахает не салют. И прям вот даже не, что-то не то. Так, Анастасия, подсказка. О, смотрите, 2 подсказки для Анастасии будет. Теденс. Так, первая подсказка. Расставляй приоритеты. Ты не сделаешь ничего, если будешь пытаться сделать все. Это, кстати, у меня такое бывает. Поэтому, видите, расставляйте приоритеты. Когда у вас много дел. Так, следующее. О, это что за подсказка? Первый раз, кстати, такая. Поплачь, позволь себе выплакаться, выплесни все эмоции, и тебе станет легче. Вот даже такое есть. Еще ни раз такое не было, кстати. Там было выпей, но поплачь не было. До сих пор бабахает. Не знаю, что там происходит. Для Анастасии послание из будущего. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. То есть, с кем вам плохо, кто вас обижает, не общайтесь больше с ним. Кто-то донатик прислал. Анна К, добрый вечер. Анна отправила донат. Давайте посмотрим, какой там вопросик. Ох. Какое мнение?
Не знаю, слышно вам или не слышно, потому что тут музыку я включила. Но там просто что-то вообще... Последние несколько дней что-то очень страшное происходит здесь. Все тихо, всем тихо. Всем тихо, хватит. Так. Анна Кэта, какое мнение, да? Какое мнение у родителей вашего мужчины о вас? О, карта вылетела. Карта вылетела. Какое мнение? Что он часто с вами общается, что вы ему очень даже нравитесь. Вот. Что вы очень активная. Недавно прилетел, на следующей неделе улетает. Ну, то, что он к вам ездит, и его тянет, и он хочет к вам ездить, и как бы он от этого не откажется. Ему нравится к вам ездить, да. Что вы решительная, кстати, что вот если вы решили что-то закончить, то все, вы закончите. Если вам что-то тяжело или что-то какая-то ситуация неясная, да, то вы такая вот решительная, вот все. Вы не будете долго там терпеть. Если уже, вот если вы, например, не любите кого-то, то все, вы расстанетесь, вы не будете там тянуть там что-то, вот, да. Вы быстро принимаете решение, вы понимаете, что все, эта ситуация уже, как сказать, все отжила свое. Или как будто уже вы тут уже, или так же, как с работой, вы там уже, например, ничего не заработаете, там тяжело, там да, на вас давит. Но вы быстро принимаете решение. Вы раз приняли решение, вы все, уйдете, будете искать другое. Также и здесь, в любых ситуациях вы быстро принимаете решение, вы решительный человек. Если вам тяжело, или что-то не нравится, или что-то уже, как бы конь умер, да, вы не станете его тащить. Вы слезете и пойдете, как тут сказать, решительная. Они почему-то думают еще, что что он вами очень интересуется, очень он вами заинтересован, вы ему очень интересны, вашему мужчине, вот этому. Родители думают, что прям весь мыслями о вас. Да, что у вас все хорошо, они думают, они знают, что вы сильная женщина, что что вашему мужчине вы нравитесь и внешне, и подход вы к нему можете найти, и интуитивно, и как женщина, и в интимном плане. То есть то, что вы ему нравитесь полностью такая, какая вы есть, вам классно вместе, и вот он не готов от вас отказаться нифига, если только вы от него не откажетесь. Вот. И то, что вы очень такая вот приняла решение, все. Должно быть так. Но подход вы к нему знаете. Они думают, что ему с вами хорошо, комфортно, вы его наполняете, что он с вами отдыхает и расслабляется, то есть ему нравится. Они полностью как-то, не знаю, доверяют вам, потому что они видят и знают, что вы ему нравитесь. Он о вас очень много думает, хочет постоянно время с вами проводить. И что ему с вами комфортно, он вообще не переживает, никто ему там нервы не мотает, там, да, сердце не разбивает, как бы все нормально, все спокойно, он наполняется, он такой вот, как-то вот так вот они вас воспринимают. Тверда в своих решениях, да, но вот это они знают об этом, вот, но то, что вы и вот их сына наполняете, ему с вами комфортно, и он как бы... И тут и любовь, возможно, у него есть, потому что здесь и любовь, и страсть, тут как бы все вот это отыгрывается, и забота, и интерес, тут и как бы много всего. Они это видят и знают, как бы... Они относятся так, что как бы, если сыну классно, то мы только за. Как-то вот так вот они. Да, так что вот если ему хорошо, что бы там ни было, да,
Даже если вы, может быть, в чем-то можете их не устраивать, например, они там что-то другое хотели бы, нифига. Если сыну хорошо, то все, они готовы, они согласны, чтобы вы жили вместе. Вот такое вот. Все хорошо думают, что прям открытые, чувственные, дружеские отношения. И то, что, ну, то, что на расстоянии бываете, да, много мыслей, вспоминаете. Он вас вспоминает. Очень, возможно, о вас говорит приятно, потому что и рассказывает, что ваши встречи, там что-то приятное. Свои ощущения он рассказывает. То, как он чувствует, что ему классно, да. Они нормально воспринимают как пара, то, что вы очень страстная такая, активная. И они даже не думают, что у вас кто-то может быть. Нет. Что там еще спросить? Нормально все, они рады, что сыну классно, что он к вам там стремится, наполняется, радуется, он им делится этими эмоциями, они видят, что ему классно, поэтому они только за, чтобы вы были вместе, тут как-то вот. Нет, вот про разницу в возрасте тут вообще ничего не показала. Тут показала, что вы ему очень интересны, и у него и страсть к вам есть, и любовь, и они это чувствуют и знают по его эмоциям, когда вот он с ними разговаривает, как у вас там эта встреча произошла, да, или что-то, они это чувствуют, но они это видят, и они как бы видят, что вы его наполняете, они только за, они... Лишь бы вам было хорошо вместе. Ну, в большей степени ему, потому что он как бы их сын, да. Но если ему хорошо, то они вообще не против, чтобы вы были вместе. Да, тут прям это кубковые два, король и королева. Ну там вы выходили еще жезловой, поэтому тут их это не смущает. Не смущает ли их разница в возрасте, вот, вышла, нет, как бы пара, главное, чтобы была любовь, чтобы понимали друг друга, нифига их не смущает разница в возрасте. Сейчас я подсказку на ваш вопрос дам. Подсказка. Настройтесь на удачу, видите, вам говорят карты, настройтесь на удачу, все нормально, не загружайте себя, не сомневайтесь. Вот, так что так, удачи вам. Сейчас еще донатик пришел, сейчас посмотрим. Марина и Сахоба. Благодарю, любовь есть. Ну вот. Это видно не только вам, как бы, но и видите. И родители это тоже видят. Ну вот. Марина. Как относятся, так как будут развиваться отношения. Как он к вам относится? Так, как он относится к Марине, да? Как он относится к Марине? Ему с вами хорошо, ему с вами комфортно. И вот в общении он расслабленно с вами себя чувствует, ну, то есть ему комфортно с вами общаться, ничего не напрягает, никто ничего, как бы, ничего не мешает, нету такого, что напряжение, и не о чем поговорить, или неуютно, нет такого, вообще полностью расслаблен, с вами комфортно, как относится, что, ну, как бы, что это такое, так, сейчас посмотрим. Но у него есть немножко внутреннее противоречие, что тут надо действовать, что-то делать, а так неохота, вот это свое привычное, да, как уже привык, да, что-то менять, вообще ничего неохота, вроде надо, но внутри вот эта борьба, вроде надо, но, блин, да и так хорошо, блин, было. Вот, так что, как будут развиваться с ним отношения. Как будут развиваться с ним отношения, как бы вот такой вариант возможен, то, что вы можете стать парой.
Смотрите, тут как будет развиваться. Не действует никак. Ну, смотрите. Как будто вы можете стать парой, да? Видите, ну, будете счастливы, как ребенок, просто счастливы. Ну и мужчина тут проявится. Как он проявится? Там пентакливый, тут другой. Тут король мечей. Жестко как-то, холодно. Холодно, да не, даже может, блин, не проявиться. Как он проявится, если только ревность будет? Он за вами наблюдает, где-то подсматривает, возможно, может быть, в соцсетях или где-то как-то, да? Ну, вот, ну, может, где-то даже пишет. Как он проявится, он как-то, когда ревность вот эта вот всплывет, тогда он и проявится. Ну, как-то он больше наблюдает, думает, размышляет. Он как-то продумывает ходы. Он вот эмоционально проявляться не будет. Скорее всего, вы проявитесь эмоционально. А он расчетливо вот так, он головой думает, мозгами. Вот это, чтобы все вот было так, как вот ему надо. Да, он сомневается, хвататься за этот шанс или нет. Потому что если он хватается, то это может привести к, видите, ну, даже к свадьбе может привести десяток пентаклей. Ну, по крайней мере, к тому, что у вас будет возможность быть вместе. Вот он думает, ухватиться ему или нет за этот шанс. Вот за этот шанс. Нужно ему или нет. Очень много мыслей. Он перед выбором стоит. Он будет проявляться тогда, когда он сделает выбор. А он боится сделать выбор. Он вообще не может, Ему тяжело, он не может сделать выбор. Что ему поможет принять верное решение? Только время. Только со временем. Смотрите, он сейчас стоит он проявится, когда сделает выбор. Но выбор сделать он вообще не может. У него тут мечи, он очень много думает. Какая-то информация вот к нему придет, но это надо ждать. Он не сейчас, вообще не сейчас. Сейчас он не проявится. Он переосмысливает как-то все. Очень много думает, очень много мыслей. Возьмется ли он за этот шанс? Работа. Он уходит в работу, чтобы отвлечься. Проявляться ли самой, писать ли первой? Делать то, что делали раньше. Ну, это может помочь, а может и не помочь, то, что было раньше. Вам вообще нужно отдыхать, веселиться, с подружками встречаться. И не наступать на те же грабли. Вы тут можете наступить на те же грабли, вам не нужно. Вам нужно уходить от чего-то. От легкости, от несерьезности вам нужно уходить. Нет, мужчине действовать очень тяжело. Очень-очень тяжело просто. Добрый вечер, Исов. Очень тяжело. Я даже не знаю, другую колоду что ли взять. Я не знаю просто. Он пока не будет проявляться, у него серьезный выбор. Он вообще не знает, стоит или не стоит менять свою жизнь. Стоит или не стоит начинать вот эти вот серьезные отношения. Он после развода, у него очень большие сомнения, потому что его все устраивает. Его устраивает, что вот он в своем мире живет, никто его не беспокоит, ему комфортно. Но начинать новые отношения, он видит, что это может привести к серьезным отношениям, но он боится. А развелся официально, я не знаю. Как это можно посмотреть? Ну вот, развелся ли он официально? Возможно, развелся, потому что туз Пентаклей говорит о том, что можно начать все сначала. Это вот первая карта. Все с нуля. Ну, поговорите, он вам расскажет. Романтическая переписка. Вот такое, займитесь такими делами. Как дела? Трали-вали? Не, он, конечно, штыки будет все воспринимать. Он потому что стоит перед выбором, стоит ли вообще или не стоит. Не, если вы будете писать, лучше, наверное, не писать, может, если не писать, тогда.
Не знаю, он тут запутался, у него столько мыслей, не знаю, писать, не писать, и вы его напугаете, у него, если начнете писать, у него куча, еще больше мыслей появится, еще больше, он начнет себе придумывать даже то, что, чего нет на самом деле. Он сейчас занят работой, да, от чего он закрылся, от чувств он закрылся. Он сейчас полностью, да, занят работой, он закрыт от чувств, от отношений полностью, просто закрыт он сейчас. Как ему помочь? Ему надо побыть одному, его не надо трогать. Видите, он сам поймет, он сам этот прорыв совершит, он должен внутри покопаться, в себе покопаться, побыть один, понять вот это все. Пройти там через что-то, вот внутри копнуть он должен. Тут никак вы его, как ему помочь, никак. Просто оставьте в покое, он должен побыть один. Так же, как и раньше с ним себя вели, так и ведите себя. Вы можете вести себя так же, как раньше, и просто оставайтесь независимой, красивой, самодостаточной женщиной. Возможно ли между вами серьезные отношения, это как он решит. Если он решит, что он готов, да, то, знаете, он как выбор делает. Если уж он решит, что вы его женщина, то все, как бы, никуда вы не денетесь, это вы его женщина. Как бы сами смотрите, нужно вам это или нет, потому что если он решит, что вы его женщина, он начнет свои права качать, начнет вас ограничивать. То есть, как и некоторые мужчины это любят делать. Туда не ходи, сюда не ходи. То есть, что-то будет такое, будет как-то ограничивать вас. Поэтому смотрите. Вот он пока решает. Да, он император, да, вот вышло. То есть, он должен решить. Вы что можете сделать? Отдыхать с подружками, встречаться, быть независимой женщиной, как бы свободной, независимой, знаете, чего хотите. Классный специалист, да, умеете отдыхать, умеете и знаете, как себя баловать там. То есть такая уверенная женщина, самодостаточная, которая как бы не нуждается в мужчине. Вот она такая красивая, вот мимо проходит такая вся, живет и пахнет, такая радуется, не грустит. Вот это вы можете только сделать, а решение он сам будет принимать. Как-то никак его не подтолкнуть. Да, судьба сама там покажет, как действовать. Это 50/50. Видите, как, возможен законный брак, но это как бы, тут как крутанет колесо. По приезду проявится, он опять куда-то свалит. Он куда-то опять придет и опять уйдет. Может быть и нет. В течение месяца, в течение 2. Ой, он какой долгий. Знаете, где-то вообще он долго не будет проявляться. Он долго не будет проявляться, вообще несколько месяцев. И когда он приедет, он даже может не проявиться. Ни месяц, ни 2 вообще как бы. Это надолго. Да, остаться дома ему будет тяжело, как будто это невозможно. И там, да, как будто вот он приедет, и ему сразу нужно будет ехать. У него не будет возможности остаться дома. У него сразу же, тут же прям другая командировка, другая поездка, что-то другое возникает. Вот, не знаю, после 2-й командировки вот он может проявиться. После 2-й, там, знаете, после 1-й командировки ничего не будет, просто он сразу же, как бы куда-то поедет опять. Вот после 2-го раза, когда он приедет, он может проявиться. Но после 1-й не.
Возможно, но нет, все равно нет, нет, не скоро, нет, после первой командировки точно не проявится, я уже и так и сяк спросила. Так. Так что здесь нужно время. Подсказка для Марины, подсказка. Следите за поступающей информацией. Это вам такая подсказка. Так, спасибо за вопрос. Я сейчас. И тут надо выключить. Мне кажется, тут уже переборчик. Ой. Надо вытащить. Все, я тут поняла, спасибо большое. Ну вот, Марина, удачи вам. Сахоба вопрос задает. Ну тут, конечно, по вашему вопросу, да, Сахоба, в течение года будет ли то, что вы хотите, да? Это, конечно, от вас зависит, что вы будете для этого делать. Так, ну, давайте глянем. Ну, человек лежит как бы и все. И ничего не происходит. Здесь нужно постараться, видите? Будут действия или бездействия. Если будете ничего не делать, или вот тут вот нужно действие. Видите, тут как бы нужно действовать. Если ничего делать не будете, то ничего не будет. Да, если будете действовать, то это возможно. Блин, ну тут нет такого прям, что прям 100%. Здесь нужны какие-то действия. Если вы никак не будете действовать, и, ну, вот то, что вы хотите, да, будет ли в течение года, надо мужика еще, да, добрый вечер. Тут как бы говорится о том, что, ну, как бы, если ничего делать не будешь, тут, как, сколько бы ни думала, сколько бы ни переживала туда, вот тут как бы не мечтала, и тут как бы, и тут ничего не получится. Тут нужно действие. Так вот, надо сначала решить один вопрос, потом другой. Сначала найти мужчину. Так, а может так? Может ли это случайно так быть? Случайно. Да ну нет. Случайно, кстати, вот это у вас не получится. Это надо прям планировать. Здесь еще вы чего-то не знаете. Вы как будто чего-то не знаете. Надо, чтобы вам кто-то помог. Ну, тут реально, ну это понятно, да? Что-то мне так карта, типа, помощь нужна, помощь. Но здесь вы можете сходить к специалисту, да, к врачу, и, ну, как бы, и узнать, то есть, что у вас все хорошо, да, ну, все хорошо. Чтобы успокоиться просто, что у вас все хорошо, вы можете сначала сходить к специалисту, к врачу. И вам скажут, что все хорошо, и вы будете... Да, и вы уже будете более спокойны, потому что вы, может быть, еще и переживаете. Как-то это влияет на ваш эмоциональный фон. Вообще у вас тут по судьбе все хорошо. По судьбе у вас ваше желание исполнится. Но здесь как-то нужно действовать. И что-то узнать. Чего-то вы не знаете. А мужика еще не знаю, только прочитала. Да вот.
Да, в 2025 году какой-то соблазн был. Вот в 2025 вы можете. Вот тут прям вот 2025 прям хороший год для этого. Блин, нет, в принципе, ничего не мешает вам и в 2024. Ну, нет, тут как бы все возможности, шансы все есть. Где же вам мужчину-то найти? Шансы есть. Это как бы, вариант возможен. Но вот точно... В 2023 точно нет, но это понятно. 2025. Вот вам нужно узнать что-то, как будто что-то неизвестно для вас. И вы без вот этой вот информации не сможете идти дальше. Какая-то информация. Вот в 2023 нет, в 2024 такой шанс будет. А в 2024 будет такой шанс. Я не вижу здесь мужчину, чтобы можно было... вот, в 2025 году будет мужчина, чтобы замуж выйти. Но ребенка можно, вот, в 2024. Что тут минус? В 2024 шаткое такое положение. Не знаю точно. Не знаю, что за информация, но чтобы вам спокойнее было, просто сходите к врачу, да. Пусть, все проверьте, что у вас все хорошо, чтобы вы были спокойны насчет этого. Может быть, вы не знаете информации, может быть, насчет мужчин, то есть вы насчет себя будете уверены, потом тогда вы просто будете думать про мужчину, чтобы у него все было хорошо, да. Не знаю, что за информация такая. Не со здоровьем что-то. А с чем? Не со здоровьем, а с какими-то мыслями, думками, что-то какие-то там это. Эмоциональное что-то. Я говорю, что спокойнее было, нужно просто провериться, что все хорошо. Как будто это в голове, мысли мешают. А так все возможно, тут вообще как бы там мужчина, видите, и мужчина, и ребенок, и страсти, тут как бы все появляется. Не знаю, может быть, вы не знаете то, что нужно будет там, то все, что касается беременности, может быть, вы не знаете этой информации, вам нужно узнать. Может быть, и это. Потому что, когда идешь к врачу, там они говорят, пить там фолиевую кислоту, по-моему, что-то еще надо, то, все. Мы же не знаем, когда беременные, например, люди беременеют, там, что надо, что для этого нужно. Какую-то информацию надо, просто побольше информации узнайте, и все. Нет, там нету проблем, там есть какие-то сомнения, страхи, вот в голове все. Мысли вот эти вот лишние. Я говорю, чтобы успокоиться, просто надо все посмотреть, все проверить, чтобы уже быть спокойно, и все. А мужчина появится. Потому что бывает, что, например, долго там что-то не выходит. Да, новый мужчина какой-то придет. Вот он прям сам выскочил. 2 карты первые сразу. Мужчина новый. Какой-то мужчина новый. Да. И прям, кстати, вам мужчина для официального замужества. Какой-то по судьбе вам мужчина идет. И все там нормально будет. С мужчиной, который по судьбе, у вас все нормально будет. Все хорошо. Так что не переживайте. Не надо бояться, не надо переживать. Все нормально будет.
Мужчина по судьбе придет, который ваш. Сейчас я вам посмотрю. Так, насчет вашего вопроса подсказку. Не поддавайтесь соблазну. Я не знаю, что это значит. Не поддавайтесь соблазну. То есть, вот. А там шансы очень хорошие, возможности хорошие. Анна К. вопрос написала. Так. Сахова, мужчина будет ли для этого? Будет. Я просто только что увидела. Еще не время, значит, да. 2023. Будет мужчина. Так, наверное, такую колоду возьму, что-то непонятно. Кстати, Сахоба, мужчина может быть не из вашего города. Может откуда-то приехать. Из другого города или из другой страны. Он может там жить или родиться, вот как бы не в этом городе. Вот. И мужчина вам идет для создания семьи. Вот они, смотрите, мужчина, который будет ли мужчина для этого Сахоба. Вот мужчина будет не отсюда, видите? Он как будто будет приезжий, откуда-то приедет, видите? И вы, возможно, кстати, с ним уедете. И будет семья, он какой-то вот для семьи вам идет мужчина. От бывшего что? От бывшего что-то будет по-любому, потому что он будет манипулировать еще как-то. Да, бывший ваш манипулятор. Кстати, ваш бывший, может быть, и будет вам предлагать жить вместе, ну, встречи, чтобы еще встретиться. Интимные всякие такие штучки, может, ну, приставать. Обнимашки, целовашки с продолжением, да? Ну, вы, возможно, ему отрубите это все, чтобы он не приезжал. Но он, да, бывший будет проявляться. Ну, если вы, я не знаю, вы хотите от бывшего ребенка или нет. То есть, я же не знаю. Ну, приезжать он будет, будет звать вас на свидание, и интим тоже будет. Но здесь не показывают, что с бывшим будет ребенок. Только если вы, возможно, распишетесь, тут возможно нет. Нет, ну тут... Вот, тогда надо сразу было этот вопрос задавать, что именно от него, от бывшего. Выпадает почему-то нет. Будет ли от бывшего? Почему-то выпадает, что нет. Я не знаю, так это или нет. Может быть, это просто вас расстраивает, что пока нету, да, но вы хотели бы, или нет, не будет. Возможно ли это? Возможно, чтобы... Как будто нет, как будто от бывшего нет. Я не знаю почему. Но тут как будто по судьбе так. Видите, тут, видите, башня. Много мыслей, да, насчет вот маленького. Но тут выходит, что как бы нет. Почему-то башня. Справедливость, по справедливости и башня.
Он будет, когда вы будете в паре, когда у вас будет любовь, будет маленький. И это не бывший, не показывает на бывшего. Это бывший, нет, видите, не бывший. Возможно, это будет новая любовь. Да, видите, это новая любовь, это какая-то новая любовь. Какая-то новая любовь будет и вас, и там будет ребенок. Там у вас будет любовь, взаимопонимание, и он вас будет любить, и вы тоже, и ребенок будет. А с бывшим не показывает, что будет ребенок. Не показывает все-таки. Оно мне вот будет или нет 50/50, типа вы будете ждать, он будет заниматься работой. Тут как бы что-то... Здесь, если и будет, то очень не скоро. Над этим нужно работать. И короче, не знаю, будет или нет. С бывшим не показывает, что будет. Вот новый будет мужчина, новая любовь. Вот. Непонятно тут. Ну, выпадает, что с бывшим почему-то нет. Возможности-то есть, но все будет так, как раньше. Как будто, как будто нет. На этой колоде тоже выпадает нет. Вроде как, да, возможность есть, но будет так же, как раньше. Какой-то новый, сильный человек придет к вам. Почему-то новый показывает. Сейчас вам подсказку на этот вопрос, да? Про мужчину. Будьте осторожны в словах. Мужчина будет для этого. Будьте осторожны в словах, чтобы... Как овощ просто. Ой, как овощ просто. Это тут вот выпали карты. Сейчас покажу. Счет овоща. Насчет, то есть с бывшим, возможен ли, чтобы ребенок, да, как бы возможность есть, да, но все будет по-старому, так же, как и было. И как бы, вот, как овощ просто, я так думаю, как бы ничего не изменится, как бы вот он ничего не делает, ничего не будет. То есть детей, не показалось бывшим, показалось, что пузатик лежит, кушает. Как бы такая картинка. Вот, давайте сейчас Анна К. посмотрим. Желание, намерение. А мне кажется, там надо поговорить насчет этого как-нибудь, на эту тему. Анна К, да? Какие у него желания и намерения на отношения с вами? Он думает, что вы его будете ждать. Вот, он видит вас парой, что вы такая притягательная, эмоциональная, чувственная, чувствительная. Он такой страстный, а вы такая нежная. Он такой страстный, а вы такая нежная. И вот это все вот так вот. Вот у него так вот. Так вот, и что, и как вот он, его намерение, да, что он планирует с вами. Он перед выбором стоит. Он думает, он принимает решение сердцем. Он не хочет обмануться, он хочет сделать все правильно, хочет с вами
честных отношений. Не хочет вас обманывать, хочет вот правду всегда, чтобы была. У него здесь какая-то, у него, видимо, ему уже разбили сердце, были какие-то отношения, и у него теперь немножко он иногда уходит в себя, я бы так сказала, потому что ему разбили сердце уже как-то. Но он хотел бы честных отношений, честную семью такую, чтобы стабильную семью хотел бы. Так, как он будет, да. Так, ну это у него желание, да, говорит, подожди, говорит, нужно подождать. Чего он ждет? Чего он ждет? Действуйте, короче, вам нужно действовать по ходу. Чего он ждет? Он ждет от вас действий, он ждет от вас действий. Потому что женщина выпадает. Что вам нужно делать, чтобы вы были вместе? Ну вот видите, взять все в свои руки, мягко найти к нему подход, мягко-мягко, в какой-нибудь такой нежной обстановке, когда вы расслаблены вдвоем, поговорить, обсудить, там, да, так, ну, как-то вот, что было бы вот вместе, как хорошо, как бы сделать. Вот я там скучаю, хочу там с тобой чаще видеться. Вот было бы здорово. То есть вы что-то такое говорите, ну, не давите, а вот нежно и мягко, как бы вот в общении говорить о том, как хотелось бы вам, чтобы вы побольше были вместе, время проводили, что вы скучаете, да, как было бы здорово, если бы вы вместе жили там, да, вот. Можно было бы в любое время обнять, там, поцеловать. Ну что-то такое, вот помечтайте вместе так вот, что в таком расслабленном состоянии, вот мягко-мягко к нему. Раньше сложные отношения были, ну вот, тем более предательство от женщины, если было, то он немножко иногда в себя уходит. Он помнит, как было больно, поэтому вот так. Да, какие-нибудь романтичные слова говорите. Мягко, мягко. Вот, знаете, только не давите, не давите. Как с ним нельзя, это нельзя его не хвалить, если он старается. То есть замечайте все, что он делает, цените все, что он делает для вас. То, что он вам там помогает, там, да, где-то. Ну, больше ему надо говорить приятных слов. То, что вы чувствуете, когда вы вместе. Никаких острых, колких вот этих слов не нужно. Ему и так тяжело. Вот, с ним надо мягко разговаривать. Его, кстати, это устраивает. Вместе живем, но пока не семейные отношения. Его это устраивает. Как бы вот он к этому привык просто, видите, он к этому привык. И надо, чтобы вот он решился на что-то другое, нужно ему помочь, нужно ему рассказать, как будет здорово и замечательно, как если вот изменится немножко чуть-чуть. За финансы переживают, за то, что в разъездах. С финансами у него было так же, как и будет. Видите, у него будет так же, как и было. Это когда все так же, все ровно, без взлетов и падений, все ровно, значит, финансы. У него так и будет. Да, у него долго так будет все ровно. У него не будет никакой убыли, прибыли, как-то сильно таких больших подъемов не будет, так что тут как бы ровно все, прямо до свадьбы. Ничего меняться не будет. Как-то тут ровненько все идет. Как по плану, вот.
странно. Он, видите, он боится совершить какие-то ошибки. Он огораживается, потому что он уже какие-то ошибки совершил. Или что-то, знаете, ну, вот эта вот боль, жизненный опыт у него был. Поэтому он боится, огораживается. Когда вернется, он собирается он вернуться к вам хочет очень быстро и очень прям вот, прям да, хочет. И предложение, будет такой шанс сделать предложение, он об этом думал, он так сделает ли у него? У него тут какие-то, четкого ответа-то я не вижу. Вроде как бы оно есть, но оно так завуалировано. Сейчас посмотрю. Ну что-то такое приятное, не знаю, что-то такое приятное сделать, что вам понравится. Но вот именно предложение не показывает. Если вы забеременеете, он вам сделает предложение 100%, даже 200%. А вот четко, чтобы показать, сделает ли он предложение, у него есть это в голове, но его сдерживают его вот эти вот, этот опыт, вот этот вот какие-то. Нет, ребенка не хочет пока в ближайшее время. Он хочет наслаждаться жизнью, видите? Он пока что не хочет. Он думает, что по-правильному будет сначала расписаться. Сначала свадьба, а потом уже можно все, что хочешь, короче, потом можно уже. Он как-то хочет правильно это все сделать. Хотел бы так. Да, все должно быть правильно. Он готов брать ответственность, ну вот, за вас, за семью, да. Он хочет сделать, но почему-то не делает. Он думает об этом очень много, но почему-то ему трудно менять все как есть. Вот как будто он привык уже, что вот так есть. И как бы пусть так и будет. Вот как-то вот он вот много думает, но вот он думает о том, чтобы и официальный брак он тоже думает, чтобы расписаться, он думает. Но почему-то все оставляет как есть. Но приехать, да, он хочет и приехать, и желание есть сделать предложение. Ну вот он как-то тормозит себя. А так он предложение, вот у него такое желание сделать предложение, вот еще вчера, как будто уже давно уже надо было это сделать. Но как будто вот обстоятельства немножко не те. Надо, чтобы обстоятельства сложились, надо, чтобы как-то вот все вот так, чтобы вот получилось, чтобы не почему-то не решается. Поговорите с ним о будущем, поговорите, как классно, и вот было бы там, ну то есть помечтайте что-нибудь такое как-то вот, чтобы он не думал, что в будущем будет что-то тяжелое или там, чтобы он не сомневался, что наоборот будет все хорошо. Ну, ему очень тяжело, у него очень много, кстати, каких-то проблем. И он по справедливости не хочет вас туда втягивать, как будто. Он хочет, как мужик, все решить сам. А вам он уже хочет, чтобы вы не переживали, вам все готовое дать, чтобы вы были в комфорте. Свои проблемы он хочет решить сам. А проблемы у него есть какие-то, да.
Ну, вот когда проблему свою решит, тут, возможно, он и сделает предложение. Ну, вы ему можете помочь, вы ему, кто ему, это какая-то помощь, я думаю, кто ему может помочь, ну, как бы, вот вы можете ему помочь, чтобы он принял решение. Тут, как бы, помечтайте, как здорово было бы, чтобы вы там туда-сюда поехали, там, или вместе там что-то делали, как-то вот надо помечтать о хорошем. Знаете, вам как будто нужно показать ему, открыть вот эти двери в будущее, где разрушается то, что не нужно, а все хорошее приумножается. Как-то вот о хорошем поговорить. Много думает он. Сейчас подсказка на ваш вопрос. Не отказывайтесь от новых знакомств. Какие-то новые знакомства будут. Вот. Еще у него мысли есть. У него там мысли вперемешку просто вот о предложениях, вперемешку вот с этими своими чувствами. Все разбирается. Сахуба вопрос написала. Анна К, благодарю вас, удачи вам. Иногда так хочется еще покопать, но у меня колоды уже, надо какие-то еще колоды дополнительные, если хочешь. Все, карты дальше не говорят, ты уже как бы ничего не посмотришь. Поэтому приходится брать другие колоды. Когда Сахоба встретит своего нового мужчину, он, ну, как бы, видите, показывает, что шанс будет, вы его не пропустите. Вам дадут этого мужчину, это мужчина будет, знаете, как будто тот, которого вы заслужили. Как будто вот вы его заслужили, и вам его дают. Не в 2023, здесь нужно подождать. Да еще в 2024 вот у вас могут быть встречи, свидания, вы можете встретиться в 2024 году. И у вас, знаете, вы можете... Так, как будет у вас? Знаете, как будто вы то ли какой-то подарок получите, то ли как будто что-то вот вам придет, какая-то новость, известие хорошее, что-то семейное ваше, известие про родственников, про... Или человек там из прошлого какую-то новость получите. Вот когда вы получите какую-то новость и поедете в поездку, в дорогу, то там вы встретите этого мужчину, как будто в дороге. Новость семейная или человека из прошлого, новость какую-то получите и поедете. Поедете по каким-то своим делам, решать свои дела. Ну тут как бы вы его встречаете, вот 2 кубковых. Возможно, вы поедете по каким-то семейным вопросам, если эта новость была семейная, семейного характера, что-то решать. Я не знаю, с другой стороны, ну там было же сейчас. Надо отдельно смотреть, но есть то, конечно, что тут дорога. Может быть и с другой стороны. Или будет в командировке, или с другой стороны. Какая-то помощь придет. Тут нет, тут в общем непонятно.
Тут, в общем, придет какая-то помощь, о которой вы еще не знаете. Кто-то вам поможет. Кто-то вам даст власть, как будто хочешь сказать, кто-то вам даст власть в ваши руки, и вы все сможете. Вот кто-то вам поможет. Вот. Ну, здесь опять дорога получается, куда-то отъезд, поездка. Это у него... Тут может быть, что он с другой стороны, может быть. И может быть то, что вам придется уехать к нему, чтобы быть вместе. И там жить. Ну, вас это, конечно, расстраивает, но это как бы новый этап вашей жизни. Если вы захотите, то такая возможность есть. Но если он в вашу страну приедет, то тоже такая возможность есть. Типа, может ли он переехать? Тут или он к вам переедет, или вы к нему. Есть такая возможность. И он тоже может переехать. Ну, как будто вы, да, там дороги будут. Дороги, расстояния. Это тот мужчина, знаете, тут не вот я еще раз хотела спросить, будет ли он из другой страны, да, издалека. Мне говорят о том, что этот мужчина сделает вас своей женой. Это тот, которого вы хотели, тот, которого вы просили, тут и беременность есть, если хотите, тут как бы все есть. Это как шанс вам дается, то, что вы хотели, то вам и дают. Ну, возможно, если не с другого города, то у него поездки, командировки, работа связанного, может быть, какие-то разъезды, куда-то он, может, летает по каким-то делам, когда вам придется его ждать. Вот, из командировки. Да, если вы решите, что никуда не поедете, ну, может быть... Есть поездки, может быть, вы решите, что не поедете, и тогда... Не, мужчина все равно будет, даже если вы решите, что вы никуда не поедете, если нужно будет переехать, мужчина все равно будет бороться за ваши отношения. Но вот у него может быть работа, связанная с поездками, и вам придется ждать. Но вы станете как бы его женой. Тут уж вышла прям императрица. Ну, вам решать, конечно. Он вам понравится, знаете, чем? Он вам понравится тем, что он не будет бездействовать, он будет за вас бороться. И если вы там ему откажете, да, он, конечно, очень-очень расстроится. Но будет строить новые планы, будет думать, как же вас завоевать. Так что он тут какой-то настойчивый мужчина. И вы можете познакомиться, как будто вы поедете, может быть, в какую-то поездку, в дороге можете познакомиться. Вот опять же, какая-то новость, какое-то известие. Или от старого друга, от старого знакомого, или родственники. И вы поедете с хорошими, кстати, чувствами поедете, или к родственникам, или там с другом встретиться, или куда-то вот вы поедете после этой информации. Как будто в дороге встречаетесь. И он, кстати, сразу увидит, что вы ему очень понравитесь. Вы ему очень понравитесь. Он вам чем-то поможет, знаете,
вот расстаться с чем-то тяжелым, как будто. Может быть, тяжелые отношения, вот эти мысли насчет тяжелых, как будто поможет избавиться, может быть, от тяжелых мыслей про старые отношения. И вы поймете, как вы хотите. Что вы даже готовы ждать, что лишь бы было так, как вы хотите. Да, вы как-то по-другому начнете смотреть на отношения после общения с ним. Интересный человек. Интересный такой будет мужчина. Пообщайтесь с ним, интересный. Сразу уж не думайте, что это мой муж, а просто общайтесь, просто интересно даже. Как будто вас избавит от каких-то страхов. Прошлое оставите в прошлом, да. Какой-то такой вот. Сейчас подсказку посмотрю. Ну, оставьте новые дела на потом. Смотрите, тут какие-то старые дела надо доделать. Вот. Денежных страхов. Ой, извините. Ой, денежных страхов. Насчет отношений, может быть, ну, насчет денежных не знаю, но вот насчет старых отношений, что вы, ну, вообще насчет страхов, насчет вот то, что вечером, когда вот вы о чем думаете, о чего боитесь, насчет отношений, насчет, ну, с ним какая-то информация, да, он вас научит, вообще, ну, пойдете в новое, знаете, ничего не боясь, как будто он какую-то информацию даст. И все карты вам в руки, получается, вы получите. Поможет он, да, он вам опять выходит как помощник. Он вам поможет, видите, поможет. Какой-то информации вы с ним поговорите, потому что это плодотворный какой-то будет разговор. Вот. Вот, так что спасибо за ваш вопрос. Что вам нужно делать, чтобы поскорее его встретить? Просто выйти из тени, показать свою женственность. И здесь какая-то опять же информация. Показывайте свою женственность. Вы будете женственный, а он какой-то такой более холодный, что ли. Более такой, да. Не будет показывать чувства. По крайней мере, попервой. События на сентябрь. Во всех сферах. События на сентябрь. Вообще, какие события на сентябрь, Софобы? Выходите из тени. То есть вот отшельник, уже все, хватит быть отшельником, закрывать свои чувства, хватит в себе копаться. Да, нужно посмотреть, видите, тут какая-то трансформация возможно. Надо... Вот то, что умерло, то умерло. Если вы с кем-то расстались, то расстались. Все, не надо об этом думать, не надо там... То есть все. Вам нужно прошлое оставить в прошлом и идти дальше вперед. Вот в сентябре вот это вот будет. Вы ходите из тени, прошлое оставили в прошлом. Вы такая красивая, наполненная, идете к своему светлому будущему. Когда вы будете стоять перед выбором, кстати, в сентябре, может быть, вы захотите расширить свои границы, да, выйти там из зоны комфорта, как говорят, да, вы это сможете сделать, вы будете сомневаться, да, но вы там все сможете. Если вам предложат новую работу, кстати, то вы можете туда пойти. Я тут не знаю, новая... Работа, да.
Знаете, в сентябре будет хорошо с работой, новые предложения какие-то, все, что с работой будет связано, с деньгами в сентябре, все, за это хватайтесь. А вот новое знакомство, новое общение в сентябре, ну, оно какое-то такое несерьезное, пустое. Вы как-то тут будете, возможно, и отшивать, потому что вам будут там всякую, в общем, говорить речь такую, когда девушек соблазняет, возможно, обманывают, но вы это все раскусите и скажете: не надо мне таких мужчин, фигня это все. А насчет работы будет в сентябре прям хорошие возможности. Стабильно там будет и заработок. Насчет отношений все будет как раньше. Блин, в сентябре какой-то человек из вашего прошлого также и будет к вам стучаться, к вам вот так вот общаться. Человек какой-то мужчина. Кстати, с интимом, возможно, придет. Тот, которого вы знаете в сентябре, захочет вот вернуться. Но потом опять вернется, а потом опять уйдет. Вернется, получит свое и уйдет, да? Ну, то есть какой-то такой человек, нужно ли вам его пускать? Ну, вы как хотите. Ну, тут как бы вы будете с ним бороться в сентябре, вы его скажете: нет, все, я уже знаю, как было раньше, я не хочу. Ну, то есть вот так у вас и получается, что вы прошлое оставите в прошлом в сентябре. Люди, если которые вот с прошлого захотят вами воспользоваться, вы скажете: нет, все, до свидания. Когда вы прошлое оставляете в прошлом, здесь у вас просто научитесь радоваться, и придет человек. Надо подождать. Опять выпадает подождать. Блин, вот это ожидание, конечно, я понимаю, это очень тяжело. Ждать. Не нужны качели, да, но это никому не надо, наверное, нервы только мотают. Нужно идти к своей цели легко и радостно. В свою независимость. Вам нужно идти в свою независимость в сентябре. Смотрите, хватайтесь за предложениями, да, те, которые вам выгодны, те, которые с финансовой стороны вам выгодны. То, что вам не выгодно, вообще это не рассматривайте. Если сомневаетесь, то тоже не рассматривайте. Старайтесь сделать так, чтобы вам было хорошо, чтобы была выгода для вас. Не для кого-то там, кто-то что-то, а вот именно вы, как вот вы хотите. Все решения так принимайте, чтобы вам было хорошо. Вот. Ждать я не люблю, блин, я понимаю, я тоже не люблю, но бывает, что вот специально так, что я не знаю, делают, что нужно ждать. Мечтайте, вот события на сентябрь, самое яркое событие на сентябрь, думаю, посмотрю. Мечтайте, вам нужно больше мечтать, думать о себе, думать о том, какая вы красивая, какая вы успешная, занимайтесь своей карьерой в сентябре. И если нужна будет помощь, то вы можете помочь советом там, да, или что-то на работе, и вам эта помощь вернется, то есть накопление, с деньгами будет все нормально, можете отложить в копилочку. С деньгами должно быть все хорошо. Стабильно как-то. Вот. Какая-то информация придет к вам, и вы поймете, что не нужно быть в тени, а нужно быть яркой, активной, жить здесь и сейчас. Не нужно ждать. Нужно радоваться, наслаждаться жизнью, в общем. Так вот. Ну, вот такие события. Выходите из тени и оставляйте все в прошлом. Вот это то, что уже оставили, уже решили, что это в прошлом, то в прошлом.
подсказку на сентябрь, как раз события на сентябрь. Подсказку на это посмотрим. Будьте осторожны в словах. Аккуратненько в словах. Не говорите лишнего. Ну, может быть, там свои мечты, желания не надо рассказывать, чтобы они сбылись. Чтобы никто не сглазил и не завидовал. Вот поэтому не рассказывайте. Оставьте при себе. Благодарю вас, тоже благодарю за вопрос. Сейчас посмотрю по подсказкам. Наталья Ефимова. Наталья Ефимова, подсказки. Наталья Ефимова. Наталья Ефимова, подсказка. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Видите, вам нужно больше мечтать и действовать. Желание сбудется, отличненько. Наталья Ефимова, подсказка. Не стоит бояться и сомневаться, это не приведет к правильному решению. То есть не нужно не бояться, не сомневаться, вам же сказали, что все будет хорошо. Правильно? Значит, так и будет. Все будет хорошо. Так, для Натальи подсказка. О, вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Видите, это даже к лучшему, что вы не похожи на других. И это нормально, и это здорово. Для Натальи Ефимовой подсказка. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями и посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Вот. Так, послание из будущего для Натальи Ефимовой. Для Натальи. Послание из будущего. Ой, смотрите, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Так что, если вам нужна помощь, попросите, и вам помогут. Это нормально. Я знаю, это тяжело, но попробуйте. Так. Жанна Шавкатова. Жанна Шавкатова, подсказка. Подсказка для Жанны. Делайте все радостно и легко. Делайте все радостно и легко, это класс. Сейчас я здесь сюда перейду. Жанна Шавкатова, подсказка. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Делать правильные выводы. Если что-то не получилось, значит, надо делать по-другому, да? Какие-то выводы нужны. Так, Жанна Шавкатова. Хорошая новость уже в пути. Какая-то хорошая новость в пути у вас. Жанна Шавкатова. Подсказка. Позаботься о себе. Ты у себя одна. Позаботься о своем здоровье и сделай себе что-нибудь приятное. Съешьте мороженое. Я вчера ела мороженое, сегодня ела мороженое. Я уже сама, наверное, как мороженое стала. Так, Жанна Шавкатова из будущего. Побалуй себя, сделай то, что дарит тебе радость. Смотрите, побалуйте себя. Возможно, много учитесь, то нужно и отдыхать. Побалуйте себя. Анна Литвиненко. Подсказку, да? Сейчас. Анна Литвиненко. Подсказка. Доведите до конца начатые дела.
Анна Литвиненко. Доведите до конца начатые дела. Вам нужно начатые дела до конца довести. Подумайте, что там у вас. Надо довести до конца. Анна, добрый вечер, мне подсказку. Анна, оранжевенький кругляшочек. Анна, подсказка для Анны. Не начинайте новое. А вот вам не нужно начинать новое, вам, значит, нужно старое сначала закончить. Вусала, подсказка. Сейчас посмотрим. Вусала. Подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Такая вот для вас подсказка. Так что смело воплощайте все задуманное в жизнь. Все хорошо, все дороги открыты. Вот. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Давайте сделаем пока послание из будущего. 10 посланий из будущего. Можете загадать любую цифру. Любую цифру от 1 до 10. Будет 10 посланий из будущего. Сейчас напишу. Благодарю, Усала, благодарю вас тоже. Так, 10 посланий из будущего. Каждый может выбрать циферку. Мы сейчас будем смотреть. Так, 10 посланий. Так, первое. Кто загадал цифру 1? Послание из будущего. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Это нужно, значит, убирать из своего окружения тех людей, которые делают вам больно. Не нужно с такими общаться. Двоечка. Кто двоечку загадал? Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Видите? Вы уже супер классная или классная, и вам не нужно ни с кем соревноваться. Так, третье. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Это для троечек. Четверки. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся, всему свое время. Всему свое время, значит, все сбудется, но только не сейчас. Пятерочки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Это вот пятерочки. Прислушайтесь к своим чувствам. Шестерки. Шестерки. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Семерки. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Так, дальше. Восьмерки. Прими с благодарностью то, что сейчас происходит. Это тебе во благо. Девятки. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Десятки. Кто десятую загадал? Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Такой прикольный, да? Мне вот это так нравится, вот эта картинка. Ну, такой вообще с чубчиком. Такой смешной, такой маленький. Так. Давайте посмотрим, что делать и что не делать, чтобы следующая неделя была хорошая. Будут 3 позиции, 3. Можете загадать 1, 2 или 3.
Быстренько сейчас сделаем общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошая от Нёрки, что не делать. Так, что делать, чтобы хорошая неделя была хорошей? Чтобы хорошая неделя была хорошей. Чтобы следующая неделя была хорошей. Чтобы следующая неделя была хорошей. Нужно закончить все старое и начинать новое. Заканчивайте то, что нужно уже, то, что уже подошло к концу, то, что нужно закончить. Если у вас по плану там что-то сделать, сделайте это обязательно. Вот. Так что если планы какие-то на следующую неделю есть, то обязательно прямо эти все планы воплощайте. Ну, как бы желательно, было бы хорошо, чтобы неделя была хорошая, не пропускайте. То, что задумали, все доведите до конца. Если записались к врачу там, да, или куда-то нужно ехать, то съездите, сделайте это. И можете начинать новое. Но новое начинайте только после того, как завершите старое. Вот. А кто в отношениях, вы можете, кстати, на новый уровень отношений перейти. Ну, не то, что можете, вам можно попробовать перевести отношения на новый уровень, на более такой высокий, как бы, ну, немножко. То есть, если вы встречаетесь, ну, то есть, ближе стать друг к дружке. Вот. Зарина, добрый вечер. А мы 10 посланий уже сказали, немножко отмотайте. У нас сейчас неделя, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, и что не нужно делать. Ой, простите. Что не нужно делать, смотрите, как ни странно, но не нужно помогать, если будут у вас просить о помощи. Или, может быть, вам не нужно просить о помощи. То есть как-то потом это может вам вернуться не очень хорошо. Попробуйте разобраться сами в ситуации. Как бы тут перетерпеть эту неделю, не нужно просить о помощи. Видите, нужно самому закончить старые дела и начать новые. Но в отношениях вот вы можете прям сказать, давай там встречаться, если вы нравитесь друг другу. Там отношения на новый уровень перевести, на более близкие. И там давай жить вместе. То есть это все возможно. Новый этап, новые проекты. Ну, если с работы, то вы можете выйти на иностранных каких-то поставщиков там, или, не знаю, заказчиков через интернет. Вот. Так, двоечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Больше отдыхать. Если вы устали, отдыхайте. Если вам тяжело, отдыхайте. Если хотите там взять выходной, возьмите выходной. Если вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, отдохните, займитесь своим здоровьем и отдохните. Можете помедитировать, можете побыть там наедине с собой. То есть такой вот отдых. Вам показан отдых, чтобы неделя была классная, нужно больше отдыхать. Что вам не нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Вам не нужно пахать, как Папа Карло, короче. Вам не нужно упахиваться на работе. Прям все связано с деньгами. Вам не нужно работать день и ночь там на 3 работах или на этой работе без отдыха, без, не знаю, без перерывов. То есть вам нужен отдых. Нужно контролировать вот это. Нельзя много работать. Третья позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать. Что нужно делать? Вам нужно избавляться от своих страхов. Вам не нужно думать, что вы ничего не можете, что вам страшно. То есть вам нужно избавиться от своих страхов, потому что эти страхи только в вашей голове. Это не значит, что так будет на самом деле. То есть вам не нужно ничего бояться, вам не нужно думать, что есть какие-то ограничения. То есть вот, если вы думаете, что там какие-то ограничения, то проверьте, возможно, их нет. Возможно, нет. Вы сами себе придумали. Не сомневайтесь, не нужно бояться, избавиться от страхов нужно. А что вам не нужно делать? Вам не нужны вот эти иллюзии, когда вы, не нужно себя обманывать, не нужно мечтать там о чем-то таком, что все само наладится, что я ничего не буду делать, оно само придет. Как бы иллюзии. Но вам не нужны, вот, не пребывайте в иллюзиях, в мечтах. Вам нужно избавляться от страхов и действовать. Вот, не нужно бояться. Так что вот. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Или подсказка на всех. И будем заканчивать. Будем заканчивать эфирчик.
Вот. Так что, если нужны подсказки, пишите. Я сейчас гляну, там эти донаты, я всем ответила. Да. Музыка какая-то пошла уже. Интересненькая. Ну, давайте тогда с вами прощаться. В следующую субботу мы с вами увидимся. Все-таки музыка мне покоя не дает. Что-то там непонятное было, там что-то. Вот. Увидимся с вами в следующую субботу, 21:30 или в другое время. Вот, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфир. Вот. Поболтаем, подсказки свои получите. Вот, так что давайте. Хороших вам выходных. Не грустите, все будет хорошо, все получится. Главное настрой. Главное решите, что будет так и никак иначе. И так и будет. Никуда не денется, как бы судьба скажет, ну ладно, фиг с ней там или с ним. Да пусть уже будет так, как хочет. Вот, удачи вам желаю, хорошей недели. Всем пока. В субботу увидимся, пока. Послание Зарина хотела. Сейчас я вам дам послание. Для Зарины, для Зарины. Оставьте новые дела на потом. Оставьте новые дела на потом. Вот. А послание из будущего у нас там было 10 посланий. Нужно только отмотать. Вот, вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Всем спокойной ночи, классных выходных, хорошей недели. Вот, много денег заработайте на этой неделе. Хорошо? Можно вопрос? Давайте вопрос. Можете написать вопрос. У меня там в духовке кое-что приготовилось. Я все вот думаю, сейчас вот вытащу и попробую. За окном машина, что ли, едет? Машина, кому-то кто-то едет. Кто-то едет на машине. Сейчас посмотрю вопрос. Его мысли о вас. Сейчас посмотрим. Мысли. Его мысли о Сахобе. Мысли. Умеренность. Вы его наполняете. Если тут любовь, тут как будто какая-то стабильность. Вы его наполняете, ему с вами спокойно, хорошо. Мысли о вас. Вы его не только наполняете, но и разжигаете какую-то страсть в нем. Как будто которую он... Страсть, знаете, такую, которую он не получит. Он не может получить, он может только об этом подумать. Мысли, видите, ему классно, хорошо, это когда он думает о вас.
Здесь какая-то стабильность, очень приятные мысли, как будто вы прям вот можете посидеть, поговорить вот так вот по душам, вам классно, вообще вот такие вот. Но вот он еще, у него есть такая вот определенные мысли о страсти, что вау, запрет, но здесь запретный плод, здесь запретно, здесь как будто это невозможно. Это невозможно. Как бы и даже если судьба повернется так, что как бы может быть будет возможность, но нет. Получишь по жопе, говорит, нифига. А так ему нравится о вас мечтать, ему нравится о вас думать, приятные очень мысли. Общаться с вами, возможно, если вы общаетесь, ему нравится вот с вами находиться, общаться, когда вот вы вместе. Знаете, как будто у вас между вами есть такое общение, как будто вы друг другом конкурируете в каких-то вопросах. Он там свое вам может доказывать, вы свое. То есть у вас у каждого свое мнение на какие-то позиции жизненные. И каждый отстаивает свою точку зрения. Каждый вот бережет вот это свое, это вот мое, это мое мнение, я так думаю, я так думаю. Каждый другому пытается доказать что-то, что вот я там прав, нет, я правильно думаю, нет, я правильно думаю. Есть иногда такое вот. Он думает о вас, что вы классная женщина. Но как бы ему ничего с вами не светит. Видите, он вас видит, что вы классная женщина, которая наполняет, с которой классно общаться, вообще в вашем пространстве находиться ему очень комфортно, и с вами общаться комфортно, и видеть вас классно ему приятно. Но вот то, что вот ничего как бы не будет, это как бы на расстоянии. Да, опять же выходит опять две карты. То есть вместе быть нет, как бы нет, это точно не 100%. Нет, потому что его нет в вашем пространстве, как бы и не должно быть. Вы можете поговорить, обсудить что-то, у вас такое вот. У вас больше общения. У вас нету тут, можете друг другу помочь чем-то. И общение, научить чему-то можете, кстати, друг другу. Но здесь никакой как бы романтики такой вот, каких-то отношений быть не может. Нет. Как будто у вас есть уже мужчина, кстати, из прошлого, который вас обманул, да. Ну ладно, это ладно. То есть как бы вы пока от отношений ушли оттуда. Ну вот так вот. Он думает, что как бы вы ему ответите нет. Тут он меня замуж зовет, но не знаю, что ответить. Он думает, что вы ему ответите нет. Почему-то он уверен, что с вами не получится. То есть он вас видит, женщину, императрицу, но как будто вот вы ему ответите нет. Почему-то он уверен. Еще кто-то задонатил, да, Румия. Да. Так, Сахоба, вы хотите за него замуж-то? Но если это возможно, будет гулянка, там, это возможно, и что, какие отношения между вами возможны? Это как будто медленный самообман, и он приведет к тому же, что и было раньше, к разбитому сердцу. Будете ли вы счастливы, зависит от мужчины. Не знаю, как будто вы ему откажете, как будто вы ему, не знаю, выходит, что вы ему как будто откажете.
Не, ну вы, конечно, можете не отказывать. И я не знаю, но почему-то выпадает, что вы ему откажете. Ну что ж вы на него смотрите, если не хотите за него, что ж смотрите на него? Нет, тут холодность, тут все такое, как бы нет. Это не показывает, что что-то даже может. Зачем он вам дан? Вот самая первая карта. Зачем он вам дан? Чтобы сердце разбить, и чтобы вы поняли, как выбирать, и что вам нужно, что не нужно. Иначе будет как раньше, это будет повторяться. Как будто урок, чтобы пройти. Ну, как бы, зачем это вам надо? Чтобы... Да... Чтобы не ограничивать себя вот этим вот. Чтобы вы научились видеть, что вы хотите, а что нет. Тут как бы нету ничего такого с ним, что может быть-то. Ну, максимум, что приедет, уедет. Нет. Не знаю, что там еще про него посмотреть. Будет ли он как-то действовать, то как-то он не сможет действовать, то ли у него денег не будет. Не, вы ему обрубаете все равно все. Вы ему... Нет. Вы его не примете, как бы, вот. Подсказка вам на этот вопрос, да? Сделайте для окружающих что-то хорошее. Вот. Да ну нет, даже на другой колоде посмотрела. Тут как бы вы себя в жертву можете вогнать. И все, и сердце разобьют. Как бы ничего хорошего. Вот, спасибо за вопрос. Вот. Ой, здравствуйте. Сейчас столько людей стало заходить, я уже хотела попрощаться. Так, оплатила вопрос Румия, я сейчас посмотрю. У нас подсказки бесплатные, вопросы платные. Благодарю за добрые слова, позитивные подсказки. Наталья Ефимова, удачи вам, удачи. Пусть все будет хорошо. Я держу за вас кулачки, чтобы все было хорошо. Вот, поддерживаю вас. У нас вопросы за донатики. Подсказки бесплатные, Дима, если что. Могу подсказку вам дать. Вы подумаете о своем вопросе, я вам дам подсказку, хорошо? Сейчас отвечу на донатик, и только подсказки потом можете попросить. Только подсказки. Будем уже заканчивать. Сейчас сначала Румию посмотрю, вопросик. Что думает о вас мужчина? Ой, выпали две карты. Две карты выпали, пока мешала. Смотрите. Ваш мужчина сердится на вас. Румия. Что думает о вас мужчина? Тут у вас такая ситуация произошла, что вы показали, что вы сильная независимая женщина, то есть как бы мужчина как таковой не сильно-то и нужен, как бы вы и так уже успешная, вы знаете, чего вы хотите, вы самодостаточная. А здесь какой-то мужчина, который сейчас будет ограничивать ваши права, вы как бы на него-то сильно-то и думаете, нужен он вам или нет, и вот он этим недоволен, то есть он же решает. Вы должны ответ были дать сразу, ему не нравится, поэтому он холоден стал. То есть потому что вы показали свою независимость и свободу. Это ему не понравилось, это тут не понравилось. Что же он о вас думает? Что же он думает о вас? Он думает, что
Он переживает немножко. Переживает. Он расстроен, что ничего не получилось. То, как он действовал, у него не получилось. Он бы хотел другого результата. Но вот он подумал, что, наверное, он неправильно как-то это преподнес, что-то сделал не так. Вот он ищет, копается, что же он сделал не так. Он будет ждать, он будет ждать от вас шанса. Шанс, если вы дадите ему шанс. То есть вы для него такая мечевая, хотя он видит, что вы свободно независимы, вы для него как мечевая, то есть отрезали, не дали ему шанс. Он ждет, что вы дадите ему шанс. Будет ли он действовать, он расстроен, что он что-то сделал не так, и будет ждать от вас как бы разрешения на, дадите ли вы ему ответ. Вообще он готов для серьезных отношений. Он хотел бы официально расписаться, жить вместе, и как можно скорее он хотел бы. Потому что здесь вот он ждет, что вы ему дадите шанс, что зеленый свет как бы давай. И вот как можно быстрее он хотел бы официальных отношений, жить вместе официально, там как бы все расписаться, все как положено. Вот он хотел бы. Вот. Ну, здесь нужно перестать бояться, и закрываться от него, бороться с ним. Здесь не нужно с ним бороться, он может взять на себя обязательства какие-то. Нужно просто дать ему вот эту возможность показать себя, заботиться о вас, финансово, возможно, подарки принимайте, если он будет что-то дарить. Вот здесь у вас борьба между друг другом, кто кого, я могу, я тоже могу. Здесь такое, доказать, что вы женщина, вы не должны бояться, что вам нужно отдавать ему какие-то свои проблемы, которые нужно решать, То есть обязанности можете ему отдать, бразды правления, чтобы потихоньку, по крайней мере, дать ему понять, что вы не будете с ним соревноваться, потому что здесь как будто у вас борьба друг с другом. Каждый пытается что-то доказать. Но у него к вам очень нежные чувства, вот. И он готов за вас бороться. И как можно быстрее хотел бы вас увидеть, кстати. Какие отношения возможны, между вами? Те, которые он сам решит, потому что выпал он, и он вам помогает. То есть он хотел бы отношений таких, когда он вкладывается, и вы, равнозначных отношений. Он не хотел бы, чтобы вы друг другу что-то доказывали или соревновались. Он хотел бы, чтобы каждый вкладывался в семью, например, он старается, и вы стараетесь, чтобы не было потребительских отношений, чтобы были отношения, когда друг другу помогаете. Вот он таких бы хотел отношений. Да, если вы согласитесь, он не даст вам уйти. Он не даст вам уйти. Он хочет сделать вас своей женщиной, если уж... То есть у него он серьезными намерениями, он прям серьезно готов за вас бороться, чтобы расписаться и сделать вас своей женой. Тут прям серьезно он настроен. Вот. Сейчас подсказку вам на этот вопрос. Время сделать передышку и набраться сил. Вот такая подсказка.
Так, Сахоба задала вопрос сейчас за донатик. Так. Его мысли, да? Его мысли о вас, да? Что он думает? Кстати, вот он, да, Сахоба, вот мысли вот его о вас, вот то, что он думает, что он готов вам помогать, и при этом помогать длительное время. Он прям готов вам помогать длительно. И если вы его попросите, вот Сахоба, если вы попросите этого мужчину, вот, то он будет вам помогать очень долго. Ну, полгода, там, не знаю, как бы длительное время он готов вам помогать. Финансово, возможно, кстати. Здесь как-то развиваться события могут быстро с этим человеком. Вы можете быстро начать как-то вот близко общаться. Но этот человек может очень сильно контролировать и манипулировать ситуацией, вот чувствами, вот это вот. Возможно, он финансово может вам помочь, но этим он и будет пользоваться. Властью какой-то своей. Если вы захотите от него уйти, то тут как бы уйти будет тяжеловато. Да, уйти будет тяжеловато, он вас не отпустит, если вы с этим человеком хотите быть. Бывший. Ну вот. Он вас будет очень сильно контролировать. Но он вас не захочет отпускать. Здесь как будто человек не захочет долго ждать, а сразу начнет действовать как-то, если вы захотите быть вместе. Сейчас посмотрим на другой колоде. Мысли. Он думает, что вы расстались не очень хорошо, возможно, и он сейчас не готов чему-то новому. Он уже думает, что все вот эти все мечты это как иллюзия, этого быть не может. Ну вот. Что счастливой жизни, ну, у него как будто все вот в иллюзиях, как будто вот эти вот иллюзии у него насчет, что не будет хорошей семейной жизни у него. Дети, там жена, да, вот этот дом, достаток, все как бы у него, вот, он уходит от этого, что как будто этого не будет. Или он ушел как будто от этого, все, как будто это в прошлом осталось. Угу. Сейчас он свой мир, у него свой мир, где он тут главный, сам все решает. Кто о чем подумал, это сбудется, да, возможно, потому что я чихнула. Хочет ли он вернуться? Он думает об этом. У него есть такой соблазн, да, начать отношения заново, видите, но это как по дьяволу, это как зависимость уже. Да, это как зависимость уже. Видите, там тут еще вы выходите. Это как... Ой, будьте здоровы, спасибо. Как будто это зависимость, его тянет к вам по дьяволу. И он готов вас ждать. Не знаю, он почему-то думает, что это возможно. Ну, он как будто думает, что это возможно, но на самом деле показывает, что это невозможно. Вот он как будто готов вас ждать, да.
Он даже готов вам какое-то предложение такое сказать, предложить, что как бы даже как-то хитренько. Но вот опять, что вы будете, чтобы вас сделать своей. Но опять же выходит смерть, что это как будто это уже невозможно. Нет, вот я говорю, он может сделать, чтобы вот была стабильность дома, как будто вот эта вот стабильность и дом, быть вместе, жить вместе, башня рушится, как будто все разрушилось. Нет, даже если вы захотите, видите, даже если вы захотите, тут тоже нет возможности почему-то. А причина тут Луна, сомнения, какие-то страхи. Тут, видите, даже если люди сойдутся, здесь все равно будут какие-то сомнения и страхи. И какая-то ситуация шаткая, как будто стабильности нету. Что нужно сделать, чтобы была стабильность? Здесь 50 на 50, здесь зависит все от разных ситуаций, но что вы можете сделать, да, чтобы вы как-то в стабильные отношения вернулись? Здесь нужна какая-то общая поездка, общая цель, долгосрочная. Это может быть также рождение ребенка, кстати. Но почему почему выпадает, что нет-то? Почему? Вот за это нужно побороться. Здесь вот 50 на 50. Здесь как может получиться, так и нет. Вместе куда-то поехать отдохнуть. Ребенок тут возможен, но тут как будто и да, и нет. Но это очень тяжело. Это осуществить очень тяжело. Но если вы хотите, да, вот здесь как-то тяжело, да, пойдет в начале. Но если вы захотите быть вместе, то здесь как-то можно начать все вместе на эмоциях, на страсти, если вы будете на одной волне. Даже если что-то будет не получаться, вы все равно будете друг друга поддерживать, то может получиться. Даже и туда дальше возможно. Так, что-то опять не получается. Блин, показывает 50 на 50 рождение вот ребенка, если, да, то оно как бы и закрывается в то же время. Ну, по крайней мере, вы можете попробовать быть вместе, но насчет ребенка вот тут я не уверена, тут непонятно. Если, например, чтобы дети были, туда, не знаю, как-то 50 на 50. Ну, какое-то время все может быть хорошо, но это не значит, что все время. Почему-то опять выпадает, что вот что-то тут, как будто какая-то ситуация произойдет, да, которая все разрушит, которая вот все, что было построено, все, что вы строили, все, что вы пытались сделать, оно опять все разрушится, все опять фигак и все как вот на смарку. Это как будто те же самые грабли, вот, которые вот уже были, произойдет то же самое, что и раньше произошло. Вот на те же самые грабли наступите, будет очень тяжело, возможно, и с финансами, и опять вы остаетесь одна. Не знаю, как будто вы пройдете тот же самый урок, опять же с ним, ну, если захотите быть вместе. Но нет в итоге, чтобы вы вместе были. Почему-то нет, а как будто то же самое произойдет что-то.
Почему-то у вас ребенок с другим мужчиной получается. Не знаю. Если хотите с этим мужчиной, значит надо, в общем, общая цель должна быть. Общая цель и вместе поддерживать. Тогда еще возможно что-то, чтобы у вас вышло, да, чтобы вы получили то, что хотите. Здесь надо вместе работать и вместе стремиться идти к общей цели, вот то, что вы хотите. Если вы этого хотите, то он тоже должен это хотеть. И вы, если будете друг друга поддерживать, да, если будете помогать друг другу, то здесь можно выйти. Тут может быть беременность. Опять же, какие-то отшельники, какие-то эти выпадают. В общем, там непонятно. Ну, понятно только то, что если вы будете вместе поддерживать, и у вас будет общая цель, то вы можете быть счастливы. Но это вы должны как бы быть на одной волне, это вы должны быть одинаковые, общие взгляды, там, да, вы вместе вкладываетесь, вы должны вкладываться в отношения вместе. То есть не кто-то один вкладывается, а другой сидит там, да, ничего не делает. Вместе друг дружке помогать. Вот тогда может возможность появиться, вот тогда. Вот, да, он нестабильный, это понятно, что он нестабильный. И проблема в нем, вы тоже знаете, так и выходит, что проблема в нем. Потому что у меня всегда, когда я вот это спрашиваю вопрос, выпадает мужчина. Что нужно сделать, чтобы с ним все было хорошо? Смотрите, время покажет, и все равно вы по кругу будете с ним ходить. Вы с ним вот пока, вот, если хотите, вы можете, но это опять же приведет к тому же, что и было. То есть по кругу будет ситуация повторяться, 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 и также вы будете расставаться, расставаться. Ну, то есть по кругу будет то же самое. Не знаю, почему так получается с ним вот так. Вот он вам дам для какого-то получения опыта, опыта разочарования какого-то. Но вам надо понять, что нужно как-то дальше строить свою жизнь, то, что вы хотите. Обратите на себя внимание, то, что вы хотите. Как вы хотите. Если вы хотите временно, чтобы у вас все было хорошо, то это можно сделать. Но это будет не на все, ну как бы он опять разобьет вам сердце. Ну, это так и будете по кругу ходить. Но на какое-то время, чтобы было все классно, можно сделать. Я говорю, если вы будете друг другу помогать, и будут общие цели. Будете вкладываться, если одинаково. Не вижу я итог, чтобы был хороший. Как-то вот, на какое-то время, да. Но это надо смотреть от того, может что-то изменится, конечно, как у вас пойдет. Сейчас посмотрим подсказку на ваш вопрос. Подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Вот. Анна донатик отправила. Сейчас посмотрим мысли, его мысли о вас, да? Что он о вас думает? Сахоба, Сахоба, я вас поддерживаю, чтобы у вас все было хорошо, все будет нормально, разберетесь там. Вот, так что вас тоже благодарю за вопросы.
ему. Давайте Анне посмотрим. Анна, его мысли о вас, да? Его мысли. Его мысли. Нестабильные мысли. То такие, то такие, то такие, то такие. Кто так думает, то так. По-всякому думает. Тяжелые в основном, тяжелые мысли. Какие-то ему тяжело. Почему? Что такое? Потому что вы его ограничиваете. В чем вы его ограничиваете? Вы его ограничиваете в удовольствиях жизненных, для него важных, которые вот выпить какой-то вкусный напиточек, алкогольный, да. Он думает о вас по-всякому, но в основном, да, ну то есть у него нестабильные так вот, что ему очень тяжело, то, что вы его как будто вот не даете ему что-то вот такое, вот не даете ему каких-то эмоций, которых он хотел бы. Может, это он сам себя обманывает, потому что он хотел бы-то. Ну, кстати, хотел бы официальных отношений в будущем, не сейчас, а вообще в будущем. Он хотел бы, ну, вот выходит прям официальные отношения в будущем. Вот тут вот и карта звезда, и то, что он приехать хотел бы. Ну, он здесь, как будто он сам себя обманывает, что вы его ограничиваете. Тут как будто самообман, тут, потому что эти вышли мечи. То, что вы его ограничиваете, так и есть? Нет, это он что-то сам себя накручивает. Нет, это с вами не связано. Это не связано с вот этими ограничениями, что-то он сам себя там накручивает, у него свои страхи какие-то. Не из-за того, что приходится улетать, а что-то у него там свое. Это у него, возможно, связано со старыми отношениями. Он что-то все мешает старые отношения с новыми отношениями. Что-то из прошлого-то. Да, ему не нравится то, что у него мысли о вас. Но это не о вас мысли, это тут просто об отъезде. То, что ему не нравится, что ему постоянно нужно куда-то уезжать. Он внутренне с собой борется, что вот нужно куда-то уезжать. Это его расстраивает. Вот эти поездки, он вот в таком состоянии, ни туда, ни сюда, нестабильные. Эти поездки ему дают нестабильность, почву из-под ног выбивают. Он уже вспомнил, что не хочет повторения, но это у него с прошлого всплывает. Часто вот то, что было как там, и вот это тормозит его, кстати, то, что он прошлое не может отпустить, тормозит развитие его будущего. Прям конкретно, что он думает. Он все-таки думает. В итоге он сделает, нет, он думает. Он думает, что он думает о вас. Он думает, что он хотел бы начать с вами новый этап вашей жизни, там, где, возможно, вы будете вместе жить или распишетесь, да, и вы этот праздник прям в жизни отметите вместе. И потом начнется у вас стабильная, размеренная жизнь. И он об этом думает. А вот сделает ли он? Да, сделает он это. Предложение возможно.
как скоро он сделает, не скоро, почему. Он думает, а вот все-таки вот эти мысли его тормознят. Вот то, что он думает о прошлом, вот он хочет с вами будущее классно, он хочет жить вместе, он хочет детей, там, да, он хочет и закончить так, как было раньше, начать по-новому, чтобы вы могли уже и официально, возможно, расписаться, да, и отметить эту свадьбу, чтобы был праздник большой с друзьями, там, да, вот, чтобы вам было классно. Он хочет, но его тормозит вот это его разбитое сердце, то, что было в прошлом, это делает его вот эти вот действия немножко заторможенными. То есть он бы быстрее бы это все сделал, то, что он хочет, но это не дает ему идти вперед. Вот эти вот мысли о прошлом. А так он давно уже бы сделал вам предложение. Да, ну вот он сам себя обманывает вот этими, тормозит сам себя зазря. Музыку убрала, а то сильно громко. Да, это временное это состояние, но он просто вот себя вот погружается в это состояние, и ему тяжело выйти. Вот ему вообще тяжело оттуда выходить. Ну да, вы его можете от этого вытащить быстренько там. Можете вытащить его оттуда. Ну, я не знаю, почему-то он постоянно думает о прошлом. Зачем? Смысл-то? Все разные. То есть он уже решил, что он хочет. Но просто когда он это хочет, он еще не решил. Он тормозит. Из-за мыслей вот этих своих. Ну, не знаю, причина его бесконечных разъездах, это как бы... Он, скорее всего, хотел бы, чтобы его женщина ни в чем не нуждалась, чтобы она отдыхала больше, заботилась о себе, о семье, о детях и ни в чем не нуждалась. Может быть, в этом зависит. Потому что здесь получается, что женщина отдыхает, вот, и занимается семьей. Ой, как-то вот так вот. Поэтому он разъезжается. Ему очень не нравится, что он не может быть вот эти вот постоянные отношения дать. Ну, у него туда, у него в голове вот эти страхи мешают ему действовать. Если бы не было у него сомнений, страхов, у него бы пошло бы там... Да, он сам себя обманывает, что нужно бороться со всем миром, там, что вот это, то, что против него там кто-то может быть, да. На самом деле это не так. Если ему нужно будет, ему даже могут и помочь. То есть тут он надумывает много. Зарабатывает и расстраивается как финансовые проблемы. Ну, он хотел бы, вот карта перевернулась, он хотел бы, чтобы было счастье, семейное благополучие, дом полная чаша, там жена, дети, это он хотел бы очень даже. Но он сделает предложение, он все-таки... Да, он сделает, опять же, вот видите, он сделает предложение, он все-таки решится. Но у него такой вот период, он вот в голове у него такое все тяжелое, такие мысли, вот просто там вот куча всего просто. Много чего в голове. Ой. Все, давайте вопросы не задаем, будем только подсказки смотреть, хорошо?
Ой, тут еще сейчас для Анны посмотрю подсказку. Забудьте о страхах и сомнениях. Видите, не нужно сомневаться. Забудьте о страхах, а то и вы будете сомневаться и бояться. Он тут еще для кучи тоже сомневается, тоже ему страшно. То есть хотя бы вы давайте не сомневайтесь, не бойтесь, чтобы он мог расслабиться. Вот. Временно. Да, это временно, но вот я говорю, у него просто много всего в голове. Вот он много думает. Ну, как ответственный мужчина, что ж, тем более опыт у него там был не очень, да, ему хочется, конечно, чтобы все было хорошо. Вот и вам тоже спасибо. Ой. Так, давайте дальше. Тут Сахоба задала вопросик. Донат. Так, если будет заниматься собой, придет. Придет Сахоба. Если будете заниматься собой и не будете то, что вы пишете, да, он придет. Ой, простите, пожалуйста, я что-то тоже, по-моему, спать хочу. Да, стабильность придет. Она придет. Это как раз-таки умеренность, это когда каждый день одно и то же, стабильно, ничего не меняется, ни взлета, ни падения, все ровненько, ровненько, все четенько. Блин, но здесь все-таки все равно какие-то страхи и сомнения. Ой. Не, ну вы у него в голове-то есть. Через несколько лет прекратится или нет, но тут ревность будет и опять что-то новенькое, что-то новенькое. Опять будет ревность. Так, если делать свои дела, да, если свои дела делать. О, ну если свои дела делать, то видите, тут как бы ваше желание сбудется, получите так, как вы хотите, так и получится. Так что можете делать свои дела. Ну это, да. Будет принято какое-то, кстати, важное решение. Возможно, вот он примет важное решение. Да. Будет ревновать, да, будет ревновать, это да. И он через какое-то время, вот вы будете свободно независимая, да, такая вся красивая, и он узнает об этом, но ему это не понравится. Он захочет вас сделать своей, и тут ребенок прям сразу выходит. Почему-то так. То есть, когда вы там занимаетесь своими делами, видите, он новость узнает о вас какую-то, что там у вас все хорошо, и захочет вас сделать своей, видите. И тут получается, тут уже может быть малыш или малышка. Да, тут рождение ребенка. Кстати, ваше желание вот так вот может избыться с ним. Да, видите, к нему, блин, ну он вот такой вот. Ну, вы должны были с ним встретиться, он вам как бы по судьбе. Это вы должны были, конечно, с ним встретиться. Да, нужно заниматься собой. Нужно заниматься собой и вообще не париться о нем. Тогда он там над ошибками-то подумает, да, и возьмет все в свои руки. Да. Нужно предоставить его самому себе. Но он тоже тут будет проходить много чего, всяких мыслей у него будет много. И он
Медленно, возможно, будет решать это все сделать. Да. Никуда не денется все равно. Вот, вам нужно будет его подождать, если вы хотите. Да, но это тяжело будет, это тяжело. Ждать это тяжело. Да, хочется быстро, но тут медленно. Да, видите, опять вышла карта. Хочется быстро, но тут будет все медленно, нужно будет ждать. И тогда там будет шанс, чтобы вы были вместе. Это да. И вот следующая карта. Здесь да, занимайтесь собой. И он еще придет, он вас еще не отпустил, это точно. Да, ваше желание сбудется, видите, через несколько лет должно же прекратиться, вот. Ну, как бы да. Это прекратится со временем. То, что вы не хотите, чтобы он делал. Нет, в 2024 году тут переосмысление какое-то, трансформация будет происходить. Какие-то очень сильные изменения. Здесь, скорее всего, выбор будет и изменения какие-то. Будет ли в его жизни? А вы все равно будете в его жизни. Вы еще не будете вместе, да, как бы, ну, я имею в виду, еще официально не будете вместе, но, возможно, будете общаться. У него будут происходить какие-то изменения в 2024 году. Уходить из его жизни будут те люди, которых не должно быть. И вот он будет делать выбор в 2024 году сердцем. Наконец-то он прислушается к сердцу. Да, и сделает правильный выбор. А вы как-то рядом будете все время. Тут как-то нету, что вас нету. Вы как-то рядом будете. Возможно, где-то в тени когда-то, а когда-то, ну, как бы явно, но вы как будто рядом все равно будете. Тут не знаю, в чью сторону будет выбор, выходит он сам. У него какая-то внутренняя трансформация будет, и выбор касаемо чего-то его личного, внутреннего, что-то там будет меняться в 2024 году. Ну вот, в мою сторону, в сторону серьезных отношений. Но ему будет тяжело меняться, это для него тяжело. Он будет много думать и выбирать, стоит, не стоит. Он как бы подумает, что вроде как нет, не стоит, но через какое-то время он решит, что все-таки стоит. Он все-таки через некоторое время выберет быть вместе. Сначала он решит, что нет, не надо мне это, не хочу. А потом через какое-то время он решит, что ему нужны отношения. Да, буду женой опять, вот выпало очень большой шанс. Видите, будете ли опять женой, очень большой шанс, что будете, такая возможность будет, да. Он захочет восстановить семью, семейные отношения, будете ли женой, вот выходит десятка. Десятка пентаклей, это как раз таки свадьба, семья, когда все рядом, вместе, дети, там, любимые. Семейная карта, исполнение желаний. То есть шансы будут велики, да, очень даже.
Да, все эти легкомысленные связи, они как бы все закончатся. Несерьезные. Да, и будет это вот семейная карта. Время должно пройти, видите, человек должен пройти определенную трансформацию, определенные изменения какие-то, и сам он принимает решения сам насчет себя, насчет своих вот этих вот установок каких-то внутренних. Поменяется. Сейчас подсказка по этому вопросу. Время сделать передышку и набраться сил. Так что уделите себе время. Спасибо за вопрос. Удачи, удачи. Сейчас посмотрю, кому еще подсказки там нужны были. Анна, можно подсказку? Я не помню, давала или нет. Сейчас давай. Анна, оранжевенький кружочек. Угу. Анна, оранжевенький кружочек. Вам подсказка. Анна, можно подсказку? Пишет подсказка для Анны. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Такая вот подсказка для Анны. Вот. Все, подсказки я всем дала. Насчет Амира и Александра, будут ли встречаться, не знаю. У нас вопросы платные, но у нас бесплатная подсказка. Можете подсказку попросить. Вот. Давайте тогда будем заканчивать эфир. Эфиры у нас по субботам. Ой, Сахоба, у вас так все сложно, я вас тоже благодарю. Пусть все наладится. Просто много изменений происходит, поэтому так. Тут столько информации, и то, и это, и как бы много всего должно произойти и поменяться. Люди должны поменяться. Вот. Эфиры у нас по субботам. Будет следующую субботу эфир 21:30. Подсказки бесплатные, поэтому подписывайтесь, ставьте там лайки, ставьте, в общем, на колокольчик нажимайте. Все, как вы знаете уже, что надо делать. Вот. Все, всем хороших выходных, классной недели, и уже сейчас уже точно пока. Вот, так что сейчас переключусь. Все, всем пока.